данном ролике, друзья, вы узнаете, как ваша обида на мать влияет на ваши деньги, как это вообще все связано, как в глазах прочитать у человека, что у него есть обида на мать, где в теле находится зажим, который отвечает за обиду на мать. Эти знания не имеют аналогов, это больше, чем психология, больше, чем психосоматика, это другой взгляд на человека. Меня зовут Александр Российский, погнали. Итак, друзья, давайте вот начнем с базы. То есть перво-наперво, что вы должны понимать, когда я говорю обида на мать, это не значит, что вы в своей голове, вот сознанием здесь и сейчас на нее обижаетесь. Все, что я говорю, оно относится к подсознанию. И обида на мать, другими словами, синоним. Это можно было бы сказать как бы недовольство, неблагодарность, обида на жизнь. Вот ближе вот эти значения бы подходят. То есть я вам дальше чуть-чуть покажу, как прям это в глазах, вот в нашем вот этом вот предъявительном иероглифе, как можно считать у человека. То есть это некий укор. Человек видно, что он с укором и обидой живет и смотрит на мир. И что интересно, вот эти же все знания, они у меня идут от практики к теории. То есть я к этому всему пришел через работу с клиентами. И, соответственно, я видел, как наглядно менялись понимание и восприятие людей. И как вот, допустим, обида на мать и обида на отца, как они друг с другом сочетаются. Давайте, допустим, вот как раз я немножко расскажу вам закулисье такой своей работы. Когда человек приходит ко мне, и я знаю, что у него есть проблема, и я понимаю, что у него есть проблема, он в 95% случаев всегда убежден и уверен, что у него обида на отца. И как раз таки в 95% случаев обратная картина. У него скрытая обида на мать. Потому что вот смотрите, как примерно это работает. Всегда же как происходит? Если, например, мужчина ушел из семьи, то с кем остается ребенок? С женщиной. То есть он как бы остается, в заложниках у женщины и обречен слушать вот эту пропаганду женскую о мужской стороне. То есть всегда как бы, если умная женщина, она не будет говорить, что мужчина козел, ушел, бросил и так далее, потому что она понимает, к чему это приведет, потому что мы состоим из мамы и папы, да, из этих установок ментальных. Но если женщина слабая, глупая, обидчивая, то она будет нести эту пропаганду, что мужчина виноват. Но вот сейчас я вам такую очень-очень-очень глубокую мысль дам. То есть вот просто послушайте меня. Если мужчина хозяин положения, и если он действительно виноват, и вот он такой типа босс и тут решает, то не кажется ли вам, что куда логичнее, и так и бывает в таком случае, что мужчина, так как он босс и хозяин, и тут как бы держит всю ситуацию под контролем, то он, условно говоря, будет там бить женщину, гонять этих детей, всех их щемить, потому что он тут император, босс, главный, что хочет, так и делает, а вы грязь и рабы. То есть вот этот шаблон будет тирании включаться, если мужчина реально виноват. А если мужчина как бы его как сдуло ветром, то это не вписывается в логическую картину. Потому что он убежал и ушел от слабости, от того, что не мог ничего изменить в рамках этой семьи. То есть его не устраивало то, что он происходит, но он не был ни хозяин положения. И поэтому он просто, как тоже слабый, безвольный человек, убежал, как трус. Да, но он не был хозяином положения, а хозяином положения была эта женщина. И это она не создала тот уют, не построила ту атмосферу в семье, откуда бы любой человек не хотел бы уйти. Потому что женщины постоянно выставляют мужчину как какими-то придурками. То есть, понимаешь, как вот, например, типа, как будто бы мужчина ищет не счастья, комфорта и классного жизни, а как будто бы он такой себе враг. И вот тут ему было так хорошо и классно и качественно, он такой, нет, пойду где плохо, в другое место. Но это же нелогично, это же вранье, это же пропаганда женская, которая вот так вот наслаивалась на вашу голову. И то есть, получается, конечно же, нет, он ушел, потому что ему было плохо. Он был слабый, поэтому он не мог изменить в этой семье. Ушел в другую. То есть вот примерно таким это образом и получается. А ты малый или там другой человек, у которого обида на мать. То есть он остался в заложниках у этой матери. Женщине тяжело, женщине плохо. Женщина как бы одна. Тут же и работает как баба. И поднимает эту семью, мучается, срывается где-то на детях. То есть вот это вот все. И как бы постоянно говорит, мужик козел, мужик козел. И как бы у вот этого ребенка, который сейчас уже взрослый и приходит ко мне, у него полная стопроцентная убежденность, что мужчина, вот его отец, и есть козел, ушел. Потому что в сознании нашем живут мысли, которые на поверхности. То есть то, что говорят, установки и так далее. А в подсознании живут как бы истинные ощущения, истинные мотивы и так далее. И когда мы начинаем воздействовать на эту зону и прорывается в это состояние аффекта, вся эта боль,
то всегда, там уже, знаешь, там человек себя не контролирует. Он начинает говорить, как в потоке, как в трансе такой. Он прорывает и начинает плакать, рыдать и начинает говорить какими-то осколками, какими-то переживаниями, какой-то истерикой, которая у него была. И в этот момент всегда выходит правда. И потом, когда человек возвращается в реальность, у него глаза прям трезвеют, уходит вот этот иероглиф обиды на мать, который я чуть позже покажу. И все, и он такой начинает видеть и понимать ситуацию так, как она была на самом деле, по-настоящему. То есть не через призму вранья матери и как бы попытки их выставить в высшем свете, в лучшем свете для нее, а именно через реальность, через всю эту ситуацию, как, знаешь, объективно взросло. И тут он понимает, что у него обида как раз-таки, или у нее, не на отца, а на мать. И за то, что не смогла как бы обеспечить ребенку защиту. То есть она же в том числе, знаешь, как бы вот выбирала непосредственно даже этого мужчину. Почему-то тоже никогда вот это вот не ставится в понимание, что самка не захочет, кобель не вскочит, или что-то типа в таком духе. То есть это невозможно без согласия женщины, без выбора женщины, без одобрения женщины этого мужчины. Невозможно было постройка этого. И как бы вот этот весь клубок, он начинает осознаваться и как бы проходит. И то есть в итоге как раз-таки остается обида за вот эту вот всю пропаганду, за навязанность, за все. Поэтому никогда не делайте, никогда не оскверняйте своего мужчину, даже если он реально в вашем понимании козел. Ваш ребенок, он не должен иметь внутри себя этот флаг. Это значит вообще смешать не вашего мужчину, а вашего ребенка с говном. Представляешь, ты состоишь из говна, но твой отец является говном. Ты наполовину есть говно. Вы хотя бы эту логику поймите наконец-таки. Поэтому это первый момент. Сейчас пойдем дальше. Смотрите, друзья, на экран. Вот у меня тут приготовлен материал. Я подобрал буквально рандомно там среди телеграмма, там среди каких-то подписчиков, подобрал некоторых людей, у которых четко, явно выражена вот эта обида на мать, которую я вам сейчас покажу наглядно вот в предъявительном иероглифе, как это выглядит. Вот смотрите, пожалуйста. Видите? Это какой-то, вот посмотрите, как некоторый укор, обида, подозрение, недовольство жизнью. То есть вроде человек, женщина в конкретном случае, с нейтральным выражением лица, то есть она не напряжена, не обозлена, вроде такая. Но вот видите, как бы эти глаза и вот это все, оно как бы, ну, не располагает, а скорее отпугивает. И вот вы как не специалист, для вас именно вот так это и будет восприниматься. Типа как подсознательное желание, ну, не вступать с этим человеком в контакт, потому что какой-то вот он немножко не располагающий. А вот если вы сейчас наработаете надсмотренность, то вы начнете понимать конкретно, где это и как это. Смотрите вторую женщину, да, то же самое. То есть получается, видите, вот этот укор недовольства жизнью. Люди часто путают этот укор в общественном пространстве, в социуме. Они думают, что это как бы такой взгляд усталой женщины, как бы, которой тяжело по жизни приходится, типа как уставшей женщины. Но это нет. Бывает уставшая, но без этой штуки, без этого недовольства. Это именно связано с обидой на мать, ибо когда в процессе мы снимаем этот зажим, вот эта вся фигня уходит, и в глазах возвращаются в нейтральное положение. То есть, понимаете, это как магия. Человек ходит вот с таким вот взглядом, я вам покажу потом на примере своей жены, как это у нее было обида на мать, и какие у нее глаза стали. Глаза — это всегда зеркало души. То есть глаза — это дисплей, на который выводятся внутренние настройки нашего подсознания. Поэтому, условно говоря, так легко и видно даже вот банально, то есть человек в какой-то там ярости, у него глаза такие яростные, мы это легко считаем. В страхе, глаза у него такие, мы читаем, что он в страхе. Там в каком-то в тревоге, видим, что это тревога. Пьяный, мы видим, что пьяный. Там какой-то наркоман, мы видим, что наркоман. То есть текущее внутреннее состояние нашей биохимии, нашего дисплея, оно все отражается вот на вот эти вот мониторы. И поэтому прекрасно можно считывать и не только обиду на мать, я могу по ним считывать очень много вещей, там, гей человек или нет, там, сидел в тюрьме или нет, завязан ли он плотно, например, на какие-то силовые структуры, типа военные и так далее, каких-то там маньяков, педофилов, это все считывается, у них это все, и это легко этому научиться. Я уверен, что даже какие-то спецслужбы, они это в закрытом режиме, их этому обучают, это 100%, то есть 100% не я такой самый умный, один-единственный догадался, это работает схема. Опытный человек, знающий человек, он может по глазам читать других. Но именно вот с обидой на мать, я думаю, что такого вы еще как бы не встречали и такого вы не видели, и я не слышал ни от кого такого термина, а на самом деле вот он конкретно проявлен. И потом я вам объясню, к чему это приведет вас в жизни и как непосредственно повлияет на то, что у вас нет денег. Вот смотрите, тоже девушка, да, ну красивая, прям реально, у нее такие черты, мне очень нравятся такие лица, которые такие, знаете, скулы, такие, все как бы вот такое приятное внешность, аристократическое. Но видите, вот этот как бы такой немножко как бы безжизненный, холодный. Здесь у нее, кстати, если вам интересно мое мнение профессиональное, то у нее обида на мать есть,
Но здесь примерно, допустим, где-то 30% обида на мать, а больше так выглядит обида на отца. То есть обида на отца выглядит такими безжизненными, как бы такими бесчувственными, безлюбовными глазами, а чаще всего еще даже и стеклянными. То есть они прям, знаете, имеют неестественный блеск. Я потом на монтаже, если найду, покажу вам, закину пару таких фоточек, вы увидите, что глаза как бы блестят неестественным блеском. Такое, знаете, как недоступное, как стервозное, будут вечно какие-то проблемы, склоки, стервозность, вот это вот все. То есть вот такая вот фигня происходит. То есть это больше обида на отца, но обида на мать тоже присутствует. И вот смотрите, вот моя жена давным-давно, еще до того, как она встретила меня, вот только встретила, я еще тогда только начинал вот этот путь 10 лет назад. Я уже знал эти знания, но на практике я еще до этого не дошел. И как бы вот, посмотрите, как бы, что вот она из себя представляла. То есть вот классический образец обиды на мать. Вот он, прям укор такой, прям 10 из 10. Вот это просто образец показательный того, как вот этот человек. То есть, естественно, это как бы так вот эта обида. То есть она в жизни, конечно, была, ну, не такая столь проявленная. Иначе бы, если бы я увидел вот такое как бы лицо с таким как бы утюгом, конечно, я даже бы не познакомился. То есть в жизни она была, естественно, более приятной и более, ну, классной, как она сейчас и есть. Но моментами я видел вот эти вот проблески. А теперь смотрите на это чудо. Смотрите теперь на эти глаза. Вот они до и вот они после. Вы понимаете, что это совершенно другое качество? Смотрите просто на этого человека. То есть это как раз таки, как слеза младенца. Вот они, чистые, искренние, очень высокого уровня человека и душевной организации, и материальной организации. То есть вот так вот в моем понятии выглядит дорогая женщина. То есть термин «дорогая женщина» это значит не та, которая дорого снимается, а как раз наоборот, которая является недоступным. То есть дорогая женщина это та, которая привнесет в твою жизнь все дорогое. То есть ты станешь богатым, ну, недоступным для того уровня, в котором ты сейчас находишься. То есть настоящая женщина, приходя в твою жизнь, она привносит с собой как бы удачу. То есть оно приносит с собой процветание, новый уровень связей, новый уровень амбиций, новый уровень достижения всего, все, что тебя окружает, машин, домов, ювелирки, все. То есть она с собой дороговизну несет. Вот что такое это. И поймите, вот эта женщина, она принесет, наоборот, раздор, склоки, беды, потому что внутри нее есть бедность, внутри нее есть вот эта вот неудовлетворенность, обида, укор. Ведь поймите, мужчина и женщина это те два ядра, из которых состоит наша психика и восприятие мира. То, что ты думаешь, что деньги это как-то где-то отдельно в космосе, типа вот они деньги, и у меня их нету, как будто потому что ты не нашел какую-то кнопку или секрет, что такое деньги. Да нет, деньги это и есть ты. Это те решения и идеи, из которых ты состоишь. Это та смелость и пиар, из которых ты состоишь. Это та самооценка. Ты говоришь, да, я могу, я лучше всех. Или ты такое не можешь сказать. А вот теперь подумай, как человек, у которого обида подсознательная на мать, которая является всем, из которой ты как бы вообще рожденный ткани плоти состоишь, плюс которая в итоге накидала 100%, если есть обида на мать, 100% там накидано пропаганды про отца, что он говно. Это 100%, потому что я же говорю, как оно появляется, оно вот в этом закономерном шаблоне появляется. То есть, другими словами, тут у тебя полная обида и неприятие, тут у тебя пропаганда и промывка мозгов, что он говно, и то есть ты говно. И то есть из чего ты состоишь, на что тебе опереться. То есть представляешь, вот люди, которые полноценные, наоборот, в базисе живут, в процветании, с какой-то родословной мощной и так далее, они несут этот флаг гордости за свой род, за все, за все, за все. И, конечно же, они стреляют. А что несешь ты? Вот это вот как бы, вот это вот все искалеченность внутри себя, недосказанность, недомолвки, и ты идешь с этой штукой в психологию. Вот тоже, что очень обидно и что идет неправильно. То есть ты идешь в психологию, потому что ты не знаешь, что другое делать, потому что так мир сейчас устроен неправильно. Ты идешь в психологию, и вы начинаете рассуждать и обсуждать тот факт, вот, а вот у меня там в 9 лет вот такая-то ситуация была. И вот это все начинает погружаться в каждую конкретную ситуацию. Что с тобой происходило? То поплачешь, то проплачешь, то обсудите. И вот это идет сессия за сессией, ты топчешься. А на самом деле знаешь, в чем разгадка заключается? Я тебе сейчас покажу, в чем разгадка заключается. Это только вот в теле. Только в теле. Мои уже зрители постоянные, мои люди, мои последователи, они знают, что подсознание от слова подсознание. То есть сознание же находится у нас в башке, в нашем мозге, наша личность. Вот ты как бы здесь осознаешь мир. То есть это и есть сознание. Подсознание значит под этой головой. То есть все, что ниже, то есть в нашем теле.
Вся наша чувственная сфера, то есть любые обиды, восприятие людей других, любовь, взаимоотношения с другими людьми, как ты вот с ними соприкасаешься, твоя сексуальность, твоя харизма, как ты будешь заниматься сексом, хорошо, нет, стесняться, нет, это все по передней части нашего тела, так называемый инстинкт сексуальности. И все это, каждая отдельная вот ситуация, каждая отдельная сфера, она идет как бы этажами. Первый там грудь, второй живот, третий там таз и так далее. И вот если мы посмотрим, вот он человечек, человеческий скелет. Есть также мышцы, это все понятно, все знают. Но почему-то мало кто понимает и догадывается, что как раз вот это наше подсознание и все наши файлы, залишие импульсы, все вот это, что нас тревожит и мучает по жизни, оно находится вот в этой пленке, которая называется фасция. Видите, вот это прозрачный кокон, который обтянул. Это такая умная ткань, которая отвечает и за наши движения, то есть руками, ногами, вот у нас пальцев 5, это потому что вот так вот пальцы как бы надеты в пленку, то есть эта пленка создает наш имидж, наш стиль вообще нашего тела, то есть мы люди, потому что мы обтянуты вот таким корпусом фасции. Но также, помимо этого, это наша психологическая, неосознанная часть. То есть там все наши рефлексы, все наши вот эти вот подсознательные движения, импульсы. С тобой произошла какая-то ситуация травмическая. Ты же не просто ее такой, знаешь, вот что-то плохое, ужасное произошло, ты тут боишься, у тебя пот в жар бросает, то есть все, кошмар, ты в страхе в сильном. И это же не просто наши мысли в голове, это все наше тело, биохимия. И в том числе вот эта фасция на себя берет и залипает. И то есть в нашем теле происходят прям такие напряженные участки, которые затем перерастают в постоянное напряжение хроническое, называемое зажимами. И вот эти зажимы, это и есть концентрация той ментальной боли, которая запечатлелась в твоем теле. Но так как это не просто, знаешь, кусок ткани безжизненный, что он напрягся и все, как будто, знаешь, как кость напрягся. Нет. Там дело в том, что вот посмотрите, вот эти вот желтые проводки нервной системы, ведь они и есть наши эмоции и мысли. То есть что такое эмоция, мысль, воспоминание и так далее? Это импульс, который идет от тела в голову, в мозг и обратно. И то есть прикинь, когда вот на этой трассе, вот на этой цепочке появляется элемент, который зажимается вот этим напряжением и проводки пережимает. То есть получается как бы постоянный триггер, постоянное ревоспоминание вот этой ситуации, и ты ее не можешь отпустить. Она к тебе приходит, когда ты вне в ресурсе, перед сном, когда тебе плохо, когда тебе по похожей ситуации обидели. То есть срабатывает как курок, крючок, и оно реактивируется и запускает, так как это подсознательная штука, запускает подсознательные шаблоны поведения. Может запускать подсознательные разрушительные сценарии, и это вы будете называть в жизни психосоматика. То есть когда образуются заболевания в те моменты, когда ты как бы сам их себе спровоцировал, то есть по причине какого-то вот этого внутреннего уродства, внутренней травмы. И что самое как раз коварное и ужасное, что вот эта обида на мать, оно оседает у нас в левом боку, вот здесь. И получается, она таким образом не просто как бы вот обида на мать и все, и там в глазах видно вот этот укор и все. Нет. Оно дело в том, что во всех схожих ситуациях, как вела себя своя мать, а своя мать по-любому вела себя, у нее жизнь не удалась. У 95% наших там родителей, они не прожили ту жизнь так счастливо и так, как хотели. Они прожили так, как смогли. Со своими там травмами, опытом, вот этой всей тяжелой, тяжелая жизнь, давайте откровенно говорить, тяжелая жизнь была у них. И то есть вот это вот они сгрузили в вас. А сейчас, во-первых, время другое, все другое. И плюс вот этот вот грузило на вас. И получается, когда вы встречаете ситуации, вы ведете себя не так, как вы бы должны были себя вести, исходя из вашего характера, из ваших желаний, ваших мечт, того, как вы видите мир. Нет, вы будете воспринимать эту жизнь и вести себя так, как бы сгрузилось от вашей матери. И то есть получается, эта обида, оно еще и провокатор тупорылого, неэффективного для вас поведения, которое как будет отпугивать мужчин всех, отношений и деньги в том числе. Потому что вот я же вам показывал, когда женщину, не хочется как бы с ней контактировать. А что такое деньги? Это контакт с другими людьми, выстраивание связей. Это вы придете там на работу, на собеседование, возьмут вас или нет. Это все зависит именно от этого. Как бы нравитесь вы людям или нет. Несете вы себе вот эту вот гармонию, мощь, харизму или нет. То есть понимаете, что получается такая штука, что вы думаете, что у вас нет денег, потому что у вас нет каких-то знаний или навыков, или вы там не нашли еще себя, не нашли вот как бы свое такое вот место там. А на самом деле нет. На самом деле, то есть вы не в том стороне, не туда копаете. То есть
этого у вас как раз всего нет, вот этой гармонии и четкого нахождения в своей структуре нету, в своем месте, в своем реализации, преуспевании, потому что у вас вот этот вот фильтр изнутри стоит, понимаете? Это не проблема внешнего мира, что у вас нет там каких-то навыков коммуникации, ораторского мастерства и так далее. Нет, это внутри из вас идет вот эта боль, нереализация, внутри, прям в вашем теле. Поэтому я и говорю, ребята, что зажимы, они первичны, потому что они и есть вы. То есть вы состоите из тела. Ваша голова, она, конечно, вот здесь дает все указы, это как штаб. Но что такое есть штаб без того обслуживающего персонала, который этот штаб вообще позволяет руководить и действовать? То есть вы даете мысль, я хочу сделать вот такое-то действие, а отсюда идет сбой, а отсюда идет наоборот как страх, а отсюда не получится. И то есть ты же вот это вот раздвоение внутри себя чувствуешь, как ты хочешь, допустим, сделать одно, какую-то идею реализовать, например, открыть бизнес. И ты с этой идеей можешь ходить всю жизнь, год, второй, третий, так и не приступив, потому что внутри тебя же есть сопротивление, внутри тебя же как предатель, понимаешь? То есть ты хочешь сознательно да, а подсознательно страшно, боюсь, не надо, позже и так далее, и так далее. Вот это оно и есть, это и есть действие зажимов. То есть давайте я вам сейчас покажу прям вот наглядно на теле, вот прям встану, не поленюсь. Вот он у нас левый бок, да, и вот эта область вот здесь, прям вот здесь, иногда вот уходящая сюда. То есть вот это, смотрите, как надо, если вы хотите проверить, чтобы есть у вас зажим или нет, а он у вас есть 100%. То есть вы должны не просто вот так вот как бы взять, так щипать, нет, а вот именно, как бы смотри, бах, то есть видишь, вот так вот сильно защипни, раз 5 на одном месте. И такое ощущение, что у тебя просто как вот между пальцами иглы, как будто ты, знаешь, прям так, как будто вырываешь кусок вообще там ткань, а на самом деле ты просто щипаешь. А больно нигде быть не должно, понимаешь? Тебе больно только по одной причине, что в твоем теле зажимы. Не должно быть нигде, ни в одной точке тела. Нет такого понятия нежное, не нежное. Нет. То есть пойми, когда ты снимаешь зажимы, тебе не больно нигде. С любой степенью воздействия там руками. Тебя схватят и типа, ай, больно. Это не, как бы оно не должно быть так. Это и есть вот эта вот ткань, которая напряжена, которая болит. И то есть, соответственно, в той точке аж как бы искры из глаз идут, боль сильнейшая. И то есть, если бы дальше, допустим, я бы там воздействовал на эту точку, ты бы начал говорить и вспоминать, то есть, понимаешь, как бы просачивались бы воспоминания и конкретные слова. То есть, это когда работа со специалистом идет. Когда ты самостоятельно делаешь, как я учу там на создателе, на своем проекте, то там даже не нужно вот эти вот как бы рационализация, объяснение, всплывание. То есть, ты просто снимаешь вот эти застрявшие импульсы, и оно тебя просто отпускает. Все. То есть, пойми, почему я говорю, что психология, вот это проговаривание, погружение, оно же не обязательно. Оно что дает? Оно идет туда погружение, как попытка все тот же импульс распустить. Только ты, получается, силой мысли, через голову, через слова пытаешься туда дойти. Оно не пускает, ставит блок. Ты еще не понимаешь вообще, где то или не то. А тут как бы тело, это как карта, она сама все показывает. То есть там оно есть, ты просто пуф, как из розетки вытащил, деактивировал, все, проблема в жизни решилась. Я скажу даже больше, то есть когда ты там уберешь этот зажим, ты его снимешь, то потом с тобой как раз уже разговаривать можно даже и нужно, потому что ты становишься вменяемый. То есть вы уже не с позиции какого-то там инфантилизма, через свою боль и так далее, а с позиции взрослого человека, выгодно, невыгодно, и вот вы уже бы там с терапевтом или с кем угодно, с психологом, вы бы уже нашли бы решение очень легко, потому что вы как бы сами за. А сейчас вы как бы играете за разные команды, вы против. То есть вы за сторону зажима играете, а вот ваше сознание, душа истинная хочет изменить это, психолог хочет изменить, и вот получается лебедь, рак и щука. Вы как бы неэффективно. Это, короче, старые технологии. Очень сильно уже все. Мы можем идти вообще в другую, новую эпоху, где по-другому будет лечиться болезни, где по-другому будет сниматься психотравмы, где, ну вот примерно один сеанс, как может быть, вот по моей методике, это примерно как год классического обсуждения, там, не знаю, десятки этих сессий. Потому что, что такое сессия у психолога? Это тебе нужно взять конкретную ситуацию, обсудить, вспомнить, поговорить, погрузиться. А здесь ты просто, тебе даже не нужно знать, где конкретно вспоминать, ты просто идешь в область. Например, область человеческих там взаимоотношений, связанных с деньгами и так далее. Пошел в живот, расхерачил это все. И ты не знаешь, где конкретно какая была психотравма, они все обнулились, и ты просто в голове выходишь на улицу, по-другому себя чувствуешь, по-другому себя ведешь, по-другому говоришь. То есть ты это ощущаешь здесь и сейчас, в моменте сразу. Тебе не нужно верить, ты это можешь прям физически все ощутить, проверить и сделать. То есть у меня есть бесплатный курс из 3 занятий, часовых, где ты вот так вот в первое занятие приходишь, я тебе все рассказываю, базу, как вот здесь, только еще более структурированно, качественно. Ты все понимаешь, где зажимы, как, для чего, почему, что
мы будем делать? Дальше идем и прям вот эту практику живота, работы, где идет наши взаимоотношения с людьми в социуме, деньги и так далее. Я просто показываю наглядно, подробно, где, как делать. Ты просто повторяешь и получаешь тут же результат. То есть не через месяц тебе нужно мне верить. Ты тут же, меняется твое ощущение, внутри тебя все меняется. Ты чувствуешь и уже понимаешь, твое это или не твое. И, конечно же, люди, они просто в шоке от того, что так можно. Вообще, что как бы типа ты гений, гениально, как ты это догадался, как ты открыл. Ну так все когда-то в этом мире открывали. И я не понимаю, то есть я не вижу в этом какого-то сверхгениального. Гений это просто человек, который умеет делать что-то так, как никто не умеет другой. И что тут такого? Кто Месси умеет играть лучше всех в футбол, кто-то умеет как Стинг петь охрененно, а я открыл вот это все. То есть я не вижу в этом какой-то сверхзаслуги, и это меня не делает сверхчеловеком. Я просто искал решение для себя, для своих проблем. Это был мой путь, потому что я от этого мучился. Я нашел и просто теперь этим решением делюсь для вас, меняю жизни людей. У меня до-после просто уже сотни до-после людей, видеоотзывы, тысячи вообще текстовых и так далее. Это грандиозное, за этим будущее, ребята. Это мы сейчас находимся примерно, знаете, как криптовалюта, там какой-то биткоин в 2012 году. То есть на самом-самом взлете, когда начинают люди чуть-чуть только понимать такие, а может быть в этом что-то есть, а сейчас что? 100 тысяч за биточек, да? Неплохо, неплохо. У меня когда-то, помню, было 10 штук. Было и всплыло. Уже нету, конечно, их. Но мне как бы и пофиг, потому что это и не мой путь. То есть я вообще как бы не понимаю людей, которые гонятся просто за деньгами, без непосредственно какого-то вовлечения, чтобы ты горел этим. Вот ты можешь чем-то гореть так, как я горю этим делом? Что прямо, знаешь, вот жара, у меня все ж красный все, потому что у меня внутри плюс 50 градусов, то есть внутри огонь горит прям. Потому что когда я об этом говорю, это не просто, знаете, слова, там не просто мой бизнес, не просто то. Это как бы вот душа это вещает, душа, поток. Я не готовлюсь там, не имею каких-то сценариев, я говорю просто вот об этом всем, потому что я знаю, про что я говорю, потому что я видел эти сотни лиц людей, я видел эти изменения, я видел, как это меняет, спасает просто человека. И этим, вот этой энергией, этой страстью я и делюсь. Если вы посмотрите мой канал, то ему уже около 7 лет, и все года я никогда не переобувался, я постоянно говорю, я рассказываю, показываю, я это все доказываю. То есть у меня есть книга «Другой взгляд на человека», тоже там в России, в принципе, на уровне бестселлера. То есть для России это очень достаточно высокий уровень. Я об этом всем пишу, говорю, но просто поймите, я всего лишь один человек, у меня нету корпораций. Это, допустим, Apple может вам так прожужжать уши, что вы пойдете на последний кредит там брать у себя, чтобы купить этот iPhone. Потому что каждая звезда, ба-ба-ба-ба-ба-ба, iPhone, реклама, iPhone. А я один человек, у которого просто есть YouTube канал, который пытается сделать все душой и имеет последователей уже и развивается. Но я не могу перевернуть эту игру, в которой все говорят по-другому. Вот так, а я говорю другой взгляд на человека. Но любой человек, который с этим сталкивается, он понимает, что ни хрена себе, а за этим же будущее. Это же и есть. Скоро не будет старой психологии, где люди разговаривают, потому что это неэффективно, потому что это неинтересно. Потому что даже условно говоря, вот если вы психолог, если бы вот вы взяли бы эту методику на вооружение, вы бы имели и чек в 10 раз больше, потому что вы бы могли помогать людям со скоростью невероятной. И у вас бы сарафанка была бы невероятная. И вы бы не просто вот возюкались, вот это ходили вокруг да около, а вы бы могли прям конкретно в моменте дать сильнейший результат и при этом выставлять сумму этого сеанса, любую, которую только вы захотите. И я считаю, что вообще это единственная такая правильная схема, при которой сам мастер, естественно, он должен не просто такой, давай заноси мне бабки и все, отсидим сейчас этот час, и потом ты уйдешь, не уйдешь. Нет, конечно же, должен быть какой-то отбор, какая-то должна быть фильтрация, должны быть вот эти вот все душа к душе, как бы психика к психике настроены. Поэтому я считаю, что вот этот вот подход будет более правильный. И вы, когда начнете работать с клиентами по этой методике, вы сможете свои базы, которые у вас есть, наложить вот на это, то есть сначала убрать из тела, а потом вытащить из головы, так и вы будете на вес золота, поймите. И то есть не будет там ваш 3000 за сеанс или 10, сколько вы берете, будет 50, какая разница, в 10 раз больше. И люди будут ходить, потому что люди готовы платить за результат, а не за то, что просто они сидят там и бесконечно долго, да. То есть представь такую штуку, что вот, например, был бы какой-то репетитор по английскому, который бы мог, не знаю, за неделю мне бы дать знание языка. Да я бы ему заплатил и 100 тысяч евро, чтобы он мне бац и вот так вот сразу в мою голову английский засунул. Я готов, но просто такого не бывает. А в психологии так бывает, потому что здесь принцип не в том, что тебе нужно обучиться чему-то,
а тебе нужно, наоборот, убрать лишнее. А ломать не строить, как говорится, да. И поэтому убрать вот эти вот зажимы. Их можно буквально там за 2 сеанса по всему телу пройтись. Вот на моем курсе в проекте «Создатель», то есть там 2 недели. 2 недели идет поток, за 2 недели люди меняются все. Глаза, лицо, внешность, восприятие, мысли, уверенность. И то есть это все происходит автоматически, поймите, не через какой-то, знаете, когда вы заходите в дверь, вы должны ходить вот так, а говорить вот так, а вести себя вот так. Нет, вы уже есть тот, кто вы есть. Ваша проблема не в том, что вы бракованные, а в том, что вы родились вот этим бриллиантиком изначально по Творцу, но вы попали в социум, в какую-то семью, в какой-то вот соцкласс, и вас там подавили, исковеркали, и вы теперь не знаете, где ваша, а где не ваша. Это как бы вот эта вот грязь. Если вы эту грязь с себя смоете, вы станете собой, и вы как бы станете той лучшей версией себя, которой вы и должны были быть, той изначально призванной, первичной версией. И она и является для вас самой лучшей, потому что вы с какой-то целью тут пришли, родились, у вас своя дорога, свой путь, своя судьба, свое призвание, понимаете? И то есть вы не можете найти, отсюда у вас нет денег, нет счастья, нет чего, но не потому, что вы плохо ищете, а потому, что у вас внутри раздор, враг внутри вас, внутри зажимы, которые мешают вам даже вот то, что вы хотите, свои мечты, там, подойти кому-то, сделать, реализовать, открыть бизнес. Вы не можете, потому что внутри запрет, не снаружи, а внутри. В голове вы это уже, этот импульс приходит, и вы его осознаете такой, да, типа это как последнее звено, не первое. Вы думаете, что как бы из головы вот эта мысль, это первое, а оно уже туда приходит, вот этот страх, запрет, как последним звеном. То есть пришло из тела, когда ты уже пострадал там в 7 лет, тебя заткнули, и вот теперь ты этот сигнал поймал, унижения, слабости, беззащитности. Он приходит в голову, и у тебя это считывается, такой, опа, как сейчас ты это чувствуешь. А для нашей психики, для нашего мозга нет понятия, вот прямо сейчас реальная ситуация, или это было 30 лет назад. Это всего лишь импульс. У него нет интеллекта, это импульс. Просто твоя машинка в голове считывает, ага, импульс чувствую, унижение, слабость, беззащитность. И начинает реагировать на этот импульс, как будто он происходит сейчас. То есть закрываться, закрыться, защититься. Понимаешь, насколько это гениально и просто это все? Это же переворот. Это же абсолютно новый взгляд на человека, на психику, на все, на психосоматику, на медицину, естественно. То есть у меня есть куча роликов там про боли, так же самое, что когда наше тело коверкает, вот представьте, да, вот у вас вот этот вот бок здесь пережат. То есть что это такое будет? Это вот я сейчас покажу, что будет. То есть вот эта вот сторона, получается, левая пережата. Получается, это плечо, оно пойдет вот вниз сюда прижиматься. То есть, условно говоря, ты вот так вот начнешь делать. Потому что у тебя здесь, смотри, было много, оно начало тянуть, маленьким быть. Вот так вот сделала. Ты вот так вот сделаешь. Все. В противовес, там, плечо и так далее. То есть, это будут сколиозы, это будут перекосы таза, это будет вся эта история, понимаешь? И то есть даже те вещи, которые как будто бы вообще разные, то есть даже разные кабинеты, разные сферы, это типа медицина, а это психология, как будто бы ничего общего у них нет. Но это только в их фэнтези-мире нету ничего. На самом деле это об одном. Психика, физика, энергетика, это все и есть мы. Это все об одном. Это человека надо воспринимать целостно. Зачем его разрезали? Но это огромная тема, и это все у меня есть на канале, смотрите. То есть я думаю так, давайте договоримся так. Если вы это видео поддерживаете, если я вижу отклик конкретный, то я даже еще сделаю продолжение. У меня есть что сказать по этой теме очень много еще. То есть какие, например, вместе с обидой на мать, какие другие зажимы комбинируются и миксуются. Самые такие распространенные ситуации, где еще, в каких местах перекашивают, на что это влияет. То есть такие как бы шаблонные, стандартные вот из моей практики ситуации. Потом, что касается вот проработать это все, что я вам сейчас говорил, чтобы у вас сразу же ощутить этот прилив, уверенность, вот эту всю как бы поток будущей вот этой энергии, которая будет генерировать деньги за счет ваших решительных шагов, за счет ваших взаимоотношений с людьми и так далее. Вот это на мини-курс бесплатный, ничего это вам не стоит. Идите подробно все изучайте, там все это есть. Также у меня есть бесплатный телеграм-канал, в котором я выкладываю постоянно там свои мысли, отзывы, показываю какие-то фотки людей, там фотки каких-то звезд, где их зажимы. То есть вот по этой тематике, если зажимов тема вам интересна, вам там будет классно, круто, интересно. Пишите комментарии, какие еще ролики, какие темы вам интересны. Я обязательно читаю все, смотрю, прислушиваюсь, отвечаю. И будьте здоровы, берегите себя. Пока.